which we use for various mineral mapping purposes. И использование существует различные использования различных типов сенсоров для исследования и поиска полезных ископаемых. Здесь на данном примере показан лидар с мультиспектральной камерой SWIR. Это коротковолновая камера, которая используется для поиска и оценки типов породы. So you're able to zoom in to the rock scale, and this is an example of some copper and gold mineralization in the drone imagery. И это пример, здесь есть и геодезический GPS-приемник, и также здесь есть видно выходы породы, капорит, где золото, собственно говоря, вот в этой породе, наверное, есть. Я надеюсь, я там был, не брал его, нет. Очень профессиональный геолог, который использует различные технологии для исследований и для поиска полезных ископаемых, в частности золота. Я думаю, это будет интересно. Таких технологий в России я знаю еще несколько человек, кто пытается это использовать, но здесь есть приоритет как бы на несколько лет вперед. Я думаю, вам будет очень интересно послушать эту презентацию. Ванессу мы знаем тоже несколько лет, мы вместе работали на нескольких объектах. Okay, let's start. Vanessa, we invite you to make a presentation, and your screen is on our YouTube. So a lot of people are watching it, and I think it will be very interesting for them. Alrighty, well, thank you very much to Maxim and Topodrone for allowing me to present at the user conference here. I appreciate the opportunity. Just a little bit of background. I am a consulting geologist for the last 20 odd years, and for the past 3 years I have been using drone technology in mineral exploration. Okay, Vanessa, I need time to translate it to Russian users, and I will translate. Vanessa сказала, что спасибо вам за то, что дали возможность мне выступить на вашей конференции. Она профессиональный геолог и использует дроны в поиске полезных ископаемых и в геологии уже более 3 лет. Okay, we're ready. Okay, and so the presentation will just give an outline of some of the applications that we use drones in for mineral exploration. И данная презентация покажет вам основные направления, где мы используем дроны для поиска полезных ископаемых. Okay, let's get going. All right. Okay, so for mining, currently there are 2 main applications, pit volumes, calculations, and just general aerial surveying. В качестве изучения карьеров и исследования полезных ископаемых одно из направлений – это определение объемов насыпей и построение рельефа местности. Это первое. Объемов насыпи и измерение карьеров. Это основное направление. Окей? And for these sort of applications, the drones that Topodrone sells are pretty commonly used. И по этому направлению то, что продает сейчас Топодрон, это очень широко используется. All right. However, just with the miniaturization of sensors of a whole variety of different types, the applications in mining have become fairly widespread. This particular slide shows a short-wave infrared drone coupled with a LiDAR, which we use for various mineral mapping purposes. И существует различные использования различных типов сенсоров для исследования и поиска полезных ископаемых. Здесь на данном примере показан лидар с мультиспектральной камерой SWIR. Это коротковолновая камера, которая используется для поиска и оценки типов породы. Right. So just to give you an overview of the presentation, we'll just look at some of the new regulations for Canada, just give some background and some workflows on how we would collect data, and then provide some applications that we're using them for in mineral exploration. И наша презентация, здесь представлен ее план. Вначале мы покажем основные
правила использования дронов Канады, которые вступили с июня 2019 года. Дальше мы покажем основное, технологию обработки RGB данных, основные этапы. И дальше мы покажем, как используются данные в различных направлениях поиска природных ресурсов. Alrighty, so if you wanted to come to Canada and fly a drone, you will have to work by new regulations, and a couple of those things that are important. Any drone between 250 grams and 25 kilograms needs to have a license and a registration. Если вы приедете в Канаду и постараетесь использовать дрон, то вы столкнетесь со следующими правилами их использования. Любой дрон больше 250 грамм и до 25 грамм требует лицензирования и регистрации в специальном органе в Канаде. And in Canada you can get two levels of licenses, a basic license, which is an online test, and an advanced license where you actually get tested for your flight operation ability. И в Канаде вы можете получить два вида лицензии пилотов. Первый — это стандартная лицензия пилота, где вы проходите онлайн-тест, и продвинутая лицензия профессиональная, где вы проходите онлайн-тест и еще полеты вживую. Okay, so every drone has to have a registration number, and you need to have logbooks and of staff that are flying it, the pilot's name, things like that, and you can get fined if you don't follow the regulations. Каждый дрон в Канаде имеет регистрационный номер и специальную книгу, где указано, какие пилоты им летают, и вы можете быть оштрафованы, если вы не будете следовать данным правилам. So the most important thing to consider, if you come to Canada, only citizens, Canadian citizens and permanent residents of Canada are permitted to fly drones now. To get around this, you need to work with a Canadian and get what is called a Special Flight Operations Certificate. Если вы приезжаете в Канаду и вы не имеете вида на жительство, я так понимаю, то вы должны иметь сертификат пилота. Okay, so for the past couple of years, I have been working with Maxim at Topodrone using a Phantom 4 modified all-one system. We like these because they're affordable and they allow you to put less ground control, and they give you very accurate surveys of the ground. И на протяжении последних 2 лет Ванесса работает с нашим оборудованием. Это еще старое решение L1 Upgrade Kit, установленное на Phantom 4 Pro. И ей нравится это стабильное решение, и не нужно соединяться с базовой станцией и обеспечивать нормальную точность. So basic sort of workflows, if we're in the field as a geologist and we're flying, we'll do a mission plan, we'll put a base station out, lay some ground control points, and then we'll fly a mission, an appropriate one, whether it's a flat height or terrain following. И стандартный процесс — это планирование миссии, выход в поле, установка базовой станции, измерение нескольких опорных точек и полеты либо по рельефу, либо прямо. And then we'll download the data and post-process the positional information, and then we'll create point clouds, DEMs, orthophotographs, and generate accuracy statistics, an important part, and then the data can then be used in GIS or other mapping applications. Следующий этап — это загрузка данных, постпроцессинг, создание облака точек, цифровых моделей рельефа, ортофотопланов, создание отчета по точности и дальше уже использование этих данных в GIS-системах или других системах. Okay, so an important thing to consider is accuracy in drone data. It's something that is slightly overlooked.
just a couple of things to consider. Ground control points constrain your model. Checkpoints test the global accuracy of a model. Немного о точности. Вам нужно использовать опорные точки, чтобы создать точность вашей модели, и использовать, точнее, вам нужно использовать опорные точки, чтобы создать вашу модель, и контрольные точки, чтобы проверить точность этой модели. Great. So just as a general rule that I try to get people to check is that your final horizontal accuracy should be 1 to 2 times the spatial resolution or the ground sampling distance, and your vertical accuracy should be between 1 and 3 times the ground sampling distance. Это стандартный способ, как я с людьми говорю, как они должны делать, и финальная модель обычно получается с точностью 1-2 сантиметра в плановой точности, 1-2 пикселя в плановой точности, 1-3 пикселя по высоте. Okay, so if you are purchasing data from a drone contractor, there are some things that you should ask for in order to verify the accuracy of your data. Could you repeat, please? Sorry, I didn't catch. Oh, yeah, okay. Just if you're going to purchase the data from a drone provider like myself or Topodrone, you'll ask, there's certain things you need to ask for. Если вы берете и покупаете наборы данных у тех, кто делает съемку, вы должны знать определенные вещи, которые вы должны спросить у поставщиков данных. So you'll need to make sure that you get your final data products and the raw imagery. You should get your processed ground control point data and your checkpoint data because the drone survey accuracy cannot be greater than the accuracy of your ground control points. И вы должны использовать контрольные точки и опорные точки, потому что точность ваших дроновских данных не может быть лучше, чем эта информация. And finally, you should also get the accuracy statistics on the final three-dimensional model. And this gives you a really good idea of how well you can use that data and whether it's actually fit for purpose. И окончательно вы должны сгенерировать отчет по статистике, который, в принципе, и покажет вам отчет по всей вашей модели. Okay, so we'll just go through some applications now. The most common Go ahead. И сейчас мы двинемся дальше. Мы посмотрим направление использования дронов в геологии. Okay, so the most common application that we use camera drones for right now is to create base maps, typically at a 1 to 1,000 or a 1 to 5,000 scale, so about 5 centimeter ground sampling distance. Самое простое направление, самое распространенное использование как основы, как топографических карт, основы трехмерной модели. Как правило, их ортофотопланы удовлетворяют требованиям 1000-5000 масштаба. So in the slide here, you can see on the left there's an orthophotograph with some structural interpretations, and the map on the right is actually a hill shade model generated from the drone imagery with a geological map on the top. И здесь вы видите на левой части слайда это карта структурных линий, нанесенная на ортофотопланы, и на второй части вы видите цифровую модель рельефа, также со структурными линиями и какими-то разломами, и еще что-то геологическое. Okay, so once you collect the drone imagery and you process it, what we like to do is we put it on ruggedized tablets, and this is a particular application that we use called Mapped, which is fantastic for geological mapping and sampling. И для работы в поле мы используем специальный защищенный планшет, в котором установлено приложение Mapped, которое очень здорово используется для наземных геологических исследований, для того, чтобы там делать пометки и отображать ортофотопланы. Okay, another application which is extremely useful is the generation of hillshade datasets, and these are extremely important for mapping geological structures.
И очень важная и очень удобная штука — это создание отмывок рельефа, так сказать, shaded, теневого рельефа, на котором видно геологические структуры. Okay, so this is just an example here. This would be your ortho photograph. In the middle of the photograph, if you can see my cursor, is where a vein system is. It's a copper cobalt deposit, and you can see some structures. Здесь вы видите фотографию, на котором в центре объект исследования, и здесь какое-то месторождение, и видно эти линии структурные. Залежи кобальта, да. Ага, помогай, если что, потому что я уже вечер. Sorry, I just said that I asked Maxim to help me to translate because it's evening and sometimes I lose my I lose some words. Okay, super. Okay, yeah, okay, great. So that's the orthophoto, and then this is what a hill shape model would look like, and you can really see where structures are starting to pop out, and the rock formations are really much more obvious in a hill shape model. Very useful for... Go ahead. Супер. А вот это уже отмывка рельефа, теневая модель, где вы можете увидеть более детально, чем на ортофото, реальную геологическую структуру, все формы рельефа. Okay, and the drones are actually becoming really useful when we have to work in fairly vegetated terrain. We've been using them to locate outcrop, to direct our field crews. И дроны могут использоваться в растительности, там, где мы можем найти, я так понимаю, незалесенные участки, где выходит порода наверх. So, this is a close-up of where the red square was in the previous image, and you can see sort of an outline of outcrop here, but it's very obvious here when I've annotated it. И здесь вы видите на ортофото как раз приближенное изображение в этом лесу, и здесь действительно виден выход пород наверх. Okay, moving on. Another application which is also good for mapping geological structures is to remove trees from the UAV point clouds and generate a bare earth model. И другой способ — это когда вы можете удалить деревья из цифровой модели рельефа, то сделать модель рельефа саму. The image on the very left here is the orthophotograph. The middle image is a digital surface model, and the image on the right is where the trees have been removed to create a bare earth model. Слева вы видите ортофотоплан, по центру это цифровая модель рельефа, еще цифровая модель местности с деревьями, а вот справа это уже цифровая модель без деревьев, и вы можете чище увидеть геологическую структуру. Okay, so if you take that bare earth model with the trees having been removed and then you classify the elevation based on color, you can identify subtle fault structures. И если вы уберете рельеф, если вы уберете деревья и отклассифицируете рельеф по высоте, вы сможете увидеть реальную структуру геологическую, которая выходит наверх. Okay, great. Moving on. Okay, so this is an application we work directly with Maxim on in Finland, and he came over and helped us figure out to automate the drones to fly trenches for us. И это пример там, где мы вместе с Ванессой работали. Это одно из месторождений, одно из поисковых работ на месторождении, где требовалось автоматизировать работу по описанию специальных канав исследовательских. So the image, the area in each of these photographs is where we think that the rocks actually host some mineralization. So we excavate them, and then we go ahead. Yep.
Здесь на левом фотографии здесь отображено снятый почвенный слой, и где выходят породы, где есть минерализация, и они их, для этого и сняли почвенно-покровный слой. So the workflow that we used was then to automate the drone to fly at approximately 5 to 10 meters height, and it would fly around the trench, avoid the trees mostly, and then we would create base maps from that. И наша задача была автоматизировать полеты и сделать полеты на высоте порядка 5 метров и построить цифровую модель рельефа высокоточную и высокодетальную этих траншей. So the image on the left here is a digital elevation model that we generated from one of the trenches, and the areas that are the highest elevation actually have mineralization in them. Вот цифровая модель рельефа, и вот здесь в нижнем правом углу выходы пород, в которой есть минерализация, потому что все остальное было мягкое, снято, а здесь осталось вот такой выход. На рельефе это четко видно. So once we generate these maps, so on the left here is an orthophotograph, and on the right is a digital elevation model, we then load them onto a ruggedized tablet and use the tablet to map in the field. И слева это ортофотопланы с отмеченными точками в этой траншее, и дальше они выходили в поле и использовали специальный планшет, на котором помечали все образцы, откуда они брали в этой траншее. So this is an example of our GIS unit, and you can see here a zoom in, so you're able to zoom in to the rock scale, and this is an example of some copper and gold mineralization in the drone imagery. И это пример, здесь есть и геодезический GPS-приемник, и также здесь есть видно выходы породы, капорит, где золото, собственно говоря, вот в этой породе, наверное, есть. Я надеюсь, я там был, не брал его, нет. Окей. Okay, just a final application. This is a more advanced application. In this one, we used the drone imagery and handheld devices to create some mineral maps. И здесь пример, как используется изображение с дронов, ортофотоплан и специальный ручной инструмент, который определяет минерализацию. So what we did was we flew the drone, created the base map, and then in the image here you can see a grid. It's a 1 by 1 meter grid, and then we used the device, this halo device, to record point information. И здесь вы видите, вся траншея была размечена сеткой метр на метр, она отображена на ортофотоплане. Дальше использовали этот специальный инструмент для того, чтобы измерять минерализацию в каждой из точек. So this would be an example of a trench map. In here you can see different colors which represent different mineral types. И здесь вы видите траншею, ортофотоплан, на которой разным цветом отображены разные типы пород с разной степенью минерализации. And then this is some close-ups of when you actually use some of the handheld data sets to identify minerals using the drone imagery as a base map. Здесь пример, как использовался ручной GPS-приемник для того, чтобы точно определять точки, в которых брались пробы и там какие-то пометки делались. Once you have that point data, you can then make maps of the distribution of different mineral types, and in this one we've used a specific criteria to map out what minerals are associated with gold. So the green colors in here are mostly associated with gold mineralization in that particular trench. И как только у вас появился набор точек, вы можете дальше создать карту, на которой будет видно, где находится наибольшее количество породы, ассоциированной с золотом. И это вот зеленая часть, это как раз золотая зона. Okay, well that's about it. Just a bit of a summary. Just with the availability of all these drones that are quite affordable now, like all the types of drones that Topodrone sells, it's
creating this wealth of data sets that are available to mining companies. Go ahead. Ну, это был основной пример того, как можно использовать обычные дроны, гражданские дроны в поиске, в поисково-оценочных работах. От себя могу добавить, что вот описание такой траншеи, то, что сейчас Ванесса показывала, обычными геологическими методами занимает порядка нескольких недель. То есть размечается траншея, там делаются специальные измерения. А с помощью вот этих технологий с дронов, когда создаются трехмерные модели, высокоточно определяется каждая точка, где брались пробы и так далее, описание траншеи занимает всего несколько дней. Окей. Okay, just if you are going to come to Canada and you want to fly drones, just make sure you consult with the Canadian regulations and follow the laws. И если вы захотите приехать в Канаду, будьте внимательны, и вам нужно следовать канадским законам управления воздушным пространством. And make sure, be very careful to validate the accuracy of any data products that you end up receiving. И будьте внимательны, что вы получили от человека, который выполнял вам съемку, все данные, чтобы оценить точность ваших материалов, которые вы получили. Говори и показывай, говори и показывай, говори и показывай.